Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серии видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим о вспомогательном инструменте Font Audit, который позволяет нам увидеть ошибки, которые в обычном просмотре нашего контура могут быть незаметны. Давайте в качестве эксперимента максимально испортим этот контур, чтобы он был прямо плохой. И посмотрим, что нам предложит с этим сделать FontLab. Ну, во-первых, мы берем одну из Tuning Lines и делаем вот такой вот излишний перегиб. Делаем, например, вот так. Делаем, ну, допустим, вот так можем сделать. Что еще? Могу один из усов вообще вот так вот увести в значение 0. Что еще здесь можно сделать? Можно выбрать инструмент нож и поставить несколько ненужных узлов, которые здесь только усложняют вес, утяжеляют сам вес файла. Ну, то есть эти узлы вот здесь просто лишние. Вот. И что мы можем с этим сделать? Ну, во-первых, можем посмотреть, какие у нас... Сейчас сохраню его, наверное, другим файлом, чтобы просто вернуться потом. В общем, что мы здесь видим? Мы видим здесь ошибки. Ошибки, на которые указывают вот эти маркеры. Стрелочки красного, оранжевого и плюсики, минусики всякие, и крестики и так далее. На что мы здесь можем обратить внимание? Если мы на одну из этих стрелочек кликнем, мы увидим информацию об ошибке и способы их решения. Можно проигнорировать ее, можно исправить все подобные ошибки вообще, в принципе, в этом шрифте. Но давайте вкратце разберем, какие они вообще бывают. И вообще, в принципе, если вы нечто подобное не видите, то у вас, наверное, отключен Font Audit. Вот сейчас я, например, вижу, да, все как бы хорошо, казалось бы, но если мы посмотрим детальнее, возможно, что-то окажется здесь лишнее. Чтобы увидеть это, нажимаем Font Audit и видим теперь ошибки. Теперь, что вот это говорит? FontLab нам рекомендует удалить эту ноду, то есть этот узел. Если, например, я удалю ее бэкспейсом, то, в принципе, стало получше. Можно сделать через Fix, но, как видите, он иногда не очень корректно это исправляет. Вот здесь он говорит, что нам не хватает экстремума, могу его включить. Теперь я удаляю вот это. Вот здесь у нас перегиб, об этом нам говорит вот это. То есть два перегиба. Усы никогда не должны пересекать друг друга. Вот эта ошибка, такая плавная линия, говорит нам о том, что вот этот handle, он вроде бы вертикально стоит, но немножко под углом, поэтому надо это исправить. Тут написано, видите, не вертикальный. Жму Fix, и он стал вертикальный. Здесь у нас перегиб, здесь лишнее. Чтобы не делать это все вручную, можно сделать вот что. Нажать Fix All. Или предварительно я могу нажать Ignore, и теперь он уже игнорирует подобные ошибки. Здесь он тоже игнорирует ошибки, но не все. Вот. Теперь он на них не обращает внимания. Нажму Fix All, и он исправляет все ошибки, которые он увидел. Но тут есть одна особенность. Дело в том, что если мы игнорируем эти ошибки, вот здесь, кстати, он создал новую ноду, и вот такой прямой отрезок сделал. Если мы игнорируем эту ошибку, она игнорируется не только здесь и сейчас, она игнорируется всегда. Поэтому в идеале я бы вам не советовал жать Ignore, а исправлять ее вручную. Потому что если вы ее проигнорировали, она отключилась в настройках Font Audit, и теперь вы, в принципе, не можете ничего здесь с этим, точнее, в будущем что-то увидеть, если вдруг какая-то ошибка есть. Ну, допустим, я это все дело отключил, мне теперь нужно это вернуть. Заходим в настройки, вкладка Font Audit, и теперь мы включаем все ошибки, которые мы до этого с вами выключили. Открытый контур, проблемы с кривой, короткий сегмент, какие-то вот такие штуки, жму Apply. И вот они снова у нас вернулись, эти ошибки и отображение их. И вот теперь я уже могу нажать Fix All, и он удалит. Но теперь он мне предлагает немножко подвинуть вот эти. И, в общем, так можно исправить ошибки, но вместе с этим добавить новые ошибки. И это такой бесконечный процесс, поэтому желательно вручную это все дело контролировать и не доводить до вот такого вот абсурдного состояния наши кривые. Тогда будет все окей. Возвращаемся к нашей букве О, которую мы до этого сохраняли в предыдущей версии файла. И теперь осталось нам немножко ее дополнить. А дополнить ее нужно так. Нам нужен стикер с информацией об этой букве. Чтобы каждый раз не заходить и смотреть, какой у нее размер, я просто делаю, что перехожу в букву H, где у нас уже есть стикер, и пишу размер этой буквы.
размер этой буквы у нас 740. Поэтому я пишу сюда 740 и копирую этот стикер в букву О. Теперь, когда мне нужно будет сделать любую другую овальную букву, например, S, Q или еще что-то, и мне нужно будет посмотреть, какие пропорции у нас этой буквы, я просто переключусь на две из этих букв и увижу, что даже я вот так обычно делаю. H равно 610, O равно 740. Копирую, этот стикер удаляю, вставляю этот, и все. Теперь я могу переключиться и увидеть, какой размер у каждой из этих букв. Если, например, буду рисовать букву там B, и я примерно прикину, что B должна быть уже там процентов на столько-то относительно O, мне нужно будет каждый раз ее вот так замерять, мне достаточно будет просто зайти, посмотреть на стикер информационный и от этого отталкиваться. Поэтому в целом мы сохраняем наш проект, жму Ctrl-Shift-S, чтобы окончательно сохранить этот проект под названием, ну, допустим, сегодняшняя дата, только буква Е, чтобы они по очередности были. Жму «Сохранить», и в целом на этом урок заканчивается, можно переходить дальше. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayer и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.